Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень интересный и простой узорчик крючком. Смотрите, это у нас тунисское вязание, то есть, чтобы его сделать на большом полотне, нам необходим тунисский крючок, либо вот такой вот длинный, либо еще есть крючки, которые вот здесь вот на краю у них ушко, и вдевается либо же нитка, либо леска. Если же у вас небольшой кусочек, то достаточно будет самого простого крючка. Я буду использовать маленький крючок, потому что тунисский у меня просто не помещается на экран. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем вязание с цепочки из воздушных петель. Здесь нет разницы, четное или нечетное количество, набираем столько, сколько необходимо нам для нашего размера. Я наберу небольшую цепочку для образца. Я думаю, этого будет достаточно. Теперь смотрите, когда мы набрали необходимую нам длину, мы первую петельку не трогаем, во вторую заводим крючок, вытаскиваем петлю и оставляем на крючке. В следующую точно так же. И таким образом мы с вами идем до конца ряда. Из каждой петельки вытаскиваем по одной. Вот что у нас получилось. Теперь провязываем одну петлю, а дальше по 2, то есть провязываем ту петельку, которая у нас была вывязана из предыдущей петли, и следующую петлю провязываем, то есть 2, 2, 2 и так далее, пока не дойдем с вами до конца ряда. Когда у нас остается 2 петли последние, мы с вами будем менять цвет. Если вы хотите вязать однотонное полотно, тогда просто провязывайте до конца. Если же вы будете менять ниточку, тогда я сейчас покажу, как это сделать. Вот у нас с вами осталось 2 петли не провязанные, мы их провязываем новым цветом. Желтую нитку я не обрезаю, а зеленым цветом набираю 4 воздушные петли. Теперь смотрите, у нас есть вот такие вот полосочки вертикальные, а между ними вот здесь вот есть промежутки. Вот в эти промежутки мы с вами и будем вязать. Заводим крючок между первой и второй полосочкой, вот в этот промежуток. Захватываем нашу ниточку и провязываем 1, 2, 3, 4. Переходим к следующему промежутку. Точно так же заводим крючок, вытаскиваем петлю и провязываем 1, 2, 3, 4. Следующий промежуток точно так же вытащили петельку, провязали 1, 2, 3, 4. И по такому принципу мы с вами будем вязать дальше. До конца ряда 2 петли, 3, 4. Следующий промежуток 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Я думаю, здесь сложностей возникнуть не должно. Узорчик очень простой. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас остался вот этот вот последний промежуток, но мы будем в последнюю петлю вязать не в промежуток, а вот наша последняя петелька, и подхватываем за 2 половинки, вот так вот. Вытаскиваем и вяжем 1, 2, 3, 4. Вот что у нас получилось. Теперь нам нужно идти в обратном порядке, закрыть петли. И закрываем сразу по 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2.
и так далее, пока не дойдем до конца ряда. Когда дошли до конца ряда, у нас осталось 2 петли на крючке. Здесь мы с вами меняем цвет. Ну, опять-таки, если у вас это есть в планах. Если нет, тогда продолжайте вязать тем же цветом. Вытягиваем сюда ниточку и провязываем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас узор повторяется. То есть точно так же, как мы с вами вязали вот эти вот длинные полосочки, мы будем вязать теперь постоянно. Вот между полосочками только теперь мы будем вязать. Вот между первой и второй полосочкой вот сюда заводим крючок, вытаскиваем петельку и вяжем. 1, 2, 3, 4. Между следующими полосочками. 1, 2, 3, 4. Следующий промежуток опять. 1, 2, 3, 4. Следующий. 1, 2, 3, 4. Вот по такому принципу идем до конца ряда. Теперь смотрите, у нас остался последний столбик и последний промежуток. И в конце ряда мы будем всегда вязать не между столбиками, а получается считаем 1, 2, 3, 4 в 4-ю петлю. И провязываем опять 1, 2, 3, 4. И теперь идем назад, точно так же, как делали в зеленом ряду, по 2 петли сразу. То есть 2, 2 и так далее, пока не дойдем до конца ряда. Узор у нас уже повторился, и следующие ряды мы будем вязать по такому же принципу. Когда у нас остается 2 последние петли на крючке, мы с вами меняем цвет, если мы вяжем разноцветный узор. Если же нет, тогда просто продолжаем наше вязание. И по такому принципу мы с вами вяжем столько рядов, сколько нам необходимо для нашего изделия. И вот такой вот узорчик получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваш комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.